Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Существует определенный тип кутикулы, при котором ее практически нет. И для поддержания красивого ухоженного вида не требуется прибегать к режущему инструменту или аппарату. Видео выполним необрезной европейский маникюр пилочками. Такое название он приобрел благодаря своей родине, где остается актуальной и любимой техникой. Достоинство европейского маникюра в том, что не требуется режущий инструмент, а значит и его стерилизация. Идеальный вариант для тех мастеров, которые еще не напилили на сухожар, ведь пилки являются одноразовыми. И для девушек, которые выполняют маникюр сами себе в домашних условиях. Еще один плюс – это психологический фактор, ведь многих клиентов пугает только один звук маникюрной машинки и вероятность получить инфекцию от необработанного инструмента. Ну что ж, давайте приступать к практике, подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Поехали! В работе мне понадобится пилка с мягким абразивом. Например, у меня металлическая основа со сменными файлами. Их абразины 180 грит. Но по ощущениям они, как все, 220-240 грит. Поэтому выбирайте пилки на ощупь и по внешнему виду. Нам нужны самые мягкие. Бафик с жесткой и мягкой стороной, или керамический брусок, или европемза он также называется. У меня не было в стандартном классическом виде, но есть вот такой в виде пилочки. Эти брусочки недорогие, приблизительно где-то 30-50 рублей, поэтому они также являются одноразовыми. И апельсиновая палочка для того, чтобы приподнять кутикулу и немного убрать птериги с ногтевой пластины. Такие керамические пилки и европемзы очень трудны в обработке, так как они пористые, в них очень хорошо забивается кожа. Если вы хотите обработать данные пилочки или европемзу, то при обычном погружении в ванночку в дезрастворе кожа, которая забивается в поры пилки, не будет выходить, и, соответственно, такую пилку повторно использовать нельзя. При стерилизации в сухожаровом шкафе она может просто лопнуть или треснуть. Подойдет ультразвуковая мойка, которая под воздействием кавитации и пузырьков выбьет остатки кожи из пилки, а также автоклав, который благодаря своей высокой температуре, давлению и пару может обрабатывать такие пористые поверхности. Такую пилочку проще выкинуть и использовать новую индивидуально для каждого клиента. Нормально все. Я уже выполнила снятие гель-лака, и теперь можем приступить к маникюру. И первый этап – это отодвигание кутикулы апельсиновой палочкой. Очень аккуратно раскрываю карман кутикулы, отодвигаю кожу в синусах. Чем лучше я сделаю этот этап, тем проще мне будет спилить ее. Кутикула у моей модели тонкая, сухая, отлично подходит для техники европейского маникюра пилочками. Такой тоненькой она стала после регулярного применения аппаратной техники маникюра. А технику европейского маникюра она может выполнять даже сама себе на дому. Теперь при помощи пилки с мягким абразивом, с одноразовым файлом придаю форму ногтям скву-овал и постепенно приступаю к обработке боковых валиков. Кладу пилку лежа на боковой валик и совершаю движение вверх-вниз. Можем увидеть, как шлифовывается верхний слой кожи, и по завершению делаю движение в одну сторону. При этом движение длинное всей поверхностью пилки для того, чтобы наш маникюр не занимал много времени. И с другой стороны. Шлифую ногтевую пластину, убираю толщину гель-лака на свободном крае. Ставлю пилку вот так и прочищаю небольшими движениями синусы, убираю птериги, которые есть на ногтевой пластине. Предварительно кожу я не увлажняла и не наносила никакие размягчающие средства. Во время обработки боковых валиков пилка лежит только на коже. Старайтесь не пилить боковые стенки ногтя, чтобы их не истончить и чтобы в дальнейшем там не было сломов. На правой руке на среднем ногте обычно очень сильно огрубевает валик. Особое внимание уделите ему. Поворачиваю пальчик на бочок и шлифую боковой валик, для того, чтобы убрать образовавшуюся трещину. С другой стороны выполняю те же движения. Шлифую ногтевую пластину пилкой. При этом также убираю оставшуюся базу, для того, чтобы потом мне было проще выполнять выравнивание.
Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. На указательном придаю форму, мне не хватает уголочка, потом я сделаю ремонт для того, чтобы он был похож на остальные ногти. Убираю птериги в синусах, дошлифовываю боковые валики с обеих сторон. Не так просто пилкой я опиливаю ногтевую пластину. Пилка становится на ребро и подлазит под кутикулу, тем самым шлифовывая птериги. Обязательно сравниваю длину ногтей с другой рукой, чтобы ногти были равны. Покажу вам крупнее, как видеть боковой валик на большом пальце. Кожа в нем с большими трещинами, тщательно обрабатываю. Мы видим много пыли, это говорит о том, что кожа постепенно счищается. По правде говоря, я и сама часто прибегаю к такому методу обработки боковых валиков. Так как кожа сухая, трескается, не всегда есть возможность включить аппарат и обработать насадкой валик, а вот пилочкой это все выполняется на раз-два. Смотрите по ощущениям клиента, чтобы кожа не нагревалась и чтобы боковые валики не стали ярко-красными. Это будет говорить о том, что вы уже сняли очень много кожи и добрались до нижнего слоя эпидермиса. Для следующего шага мне понадобится керамическая пилочка или европемза. Гранью захожу в боковую стенку, совершаю движение в бок. Я убираю птериги с ногтевой пластины и при этом торцевая часть пилки шлифует кутикулу. Кутикула приподнялась, и теперь круглой стороной, выполняя небольшие движения, как будто бы счищаю, стираю эту кутикулу. При работе керамической пилки или бруском большая вероятность нагреть кожу клиента, поэтому долго на одном месте не задерживаемся. Периодически проводите своим пальцем для того, чтобы успокоить кожу клиента. Если кутикулу не удалось хорошо приподнять, вы это можете сделать при помощи апельсиновой палочки. Еще раз раскрываю карман кутикулы и продолжаю обработку пилочкой. После керамической пилочки обезжириваю ноготочек и прохожусь бафиком, чтобы убрать мелкие заусенцы. Заусенцы убираю мягкой стороной бафика, едва-едва касаясь по коже, чтобы еще больше не размахрить заусенцы. Конечно, маникюр не такой глубокий и не такой идеальный, как при срезе кутикулы режущим инструментом или насадками. Самое главное, что у ногтей ухоженный вид, и даже имея под рукой всего лишь несколько пилочек, можно удалить кутикулу. Кому не подходит такой вид маникюра? Широкой и чувствительной кутикуле ведь большая вероятность даже пилочкой прижечь кожу, при этом она может так и остаться. А по времени такой маникюр не быстрее классического способа, ведь нужно ориентироваться на ощущения клиента и работать очень аккуратно. На ногти наношу специальное средство, которое называется дегидратор. Он позволяет подсушить ногтевую пластину и улучшить сцепку с материалом. Праймер, улучшающий сцепку, наношу на натуральную ногтевую пластину и в тех местах, где гель-лак отслоился. Приступаю к выравниванию ногтей базой.
Сначала тонко промазываю ногтевую пластину. Так как ногти у моей модели смотрят вверх, то капельку я ставлю ближе к кутикуле и по бокам распределяю. Я выбрала жидкую базу для того, чтобы выравнивание заняло буквально несколько минут. Переворачиваю руку и тонкой кистью помогаю распределиться материалу. Отправляем на просушку в лампу. Приступаем к нанесению цветного покрытия. Перед ним отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой для более глубокой прокраски. Цвет мы выбрали пастельный, он достаточно плотный, но не будем рисковать наносить его в один слой, так как он может не просушиться в лампе и сморщиться. Под кутикулой прокрашиваю веерным методом. Выполним дизайн на ногтях при помощи наклеек на силиконовой основе и слайдера. Перед тем, как приклеить наклейку, обезжириваю ногтевую пластину. А вот для слайдера мне требуется влажная поверхность, липкая, поэтому я промазываю тонким слоем базы. Слайдер размачиваю в салфетке, смоченной в воде. Жду, когда тонкая пленочка начнет сдвигаться, и переношу ее очень аккуратно на ноготь. При помощи силиконовой кисти разравниваю слайдер дизайн, поправляю, чтобы все элементы смотрелись симметрично. Свой 3D слайдер я покрываю тонким слоем базы, для того, чтобы он лучше держался. И затем уже топовое покрытие с выравниванием. Вот наш результат. Маникюр получился чистым, а прокраска под кутикулу. Пишите в комментариях, пробовали вы выполнять европейский маникюр, что вы думаете по этому поводу, имеет ли он место быть. Не забывайте подписываться на канал. Всем успехов, пока-пока!